Вы когда-нибудь задумывались, что прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, на вашем лице происходит настоящий корпоратив? Сотни крошечных существ едят, влюбляются и, вы поняли, прямо в ваших порах. Сегодня мы устроим им настоящую проверку на выживаемость. Против них пойдет легендарный и ароматный препарат АСД-2Ф. Справится ли он с теми, кто считает ваше лицо своим домом? Сейчас увидите. Погнали! Всем привет, друзья! С вами Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Рад всех видеть. Сегодня у нас видео по многочисленным просьбам. Вы в комментариях просто завалили меня просьбами. АСД-2Ф на клещах проверить. Ну что ж, я выполняю. Важное предупреждение. Ребята, все, что вы увидите, это чистый эксперимент в научных и любопытных целях. Я не врач, я не биолог. Я просто очень любопытный. Не пытайтесь мазать на себя все подряд без консультации со специалистом. Особенно препараты с таким специфическим характером. Мы здесь просто смотрим, как устроен мир. Договорились? Знаете, я давно не показывал вам демодексов, а зря, ведь это, можно сказать, наши самые верные спутники. Они живут практически на каждом взрослом человеке всю жизнь. И знаете что? Не спешите хвататься за антисептики и паниковать. Если они вас не беспокоят, значит у вас мирное сосуществование. По сути, это наши бесплатные косметологи-утилизаторы. Они работают как живой микропилинг. Подчищают омертвевшую кожу, убирают лишнее кожное сало. Чистота и порядок в порах – это их работа. Пока их в меру, они санитары. Но стоит вашему иммунитету приуныть, как эти ребята начинают плодиться со скоростью света. И вот тогда начинаются проблемы. Они прозрачные, тихие, крошечные, мы их не чувствуем. Но под микроскопом наш привычный мир превращается в настоящий блокбастер «Чужой против хищника». И сегодня в главной роли добровольцы, которых я лично выловил со своего лица. Да-да, у меня кожа чистая, проблем нет, а их там целый батальон. Давайте посмотрим на них поближе. У нас тут сегодня два вида жильцов. Прямо битва за жилплощадь. Они буквально поделили лицо на зоны влияния. Знакомьтесь, фолликулорум и бревис. Вот этот длинный парень – это фолликулорум. Это настоящий тусовщик. Он обожает волосяные фолликулы, корни ресниц, бровей. В одиночку они не сидят, обычно там целые шведские семьи в одной поре. Пока они едят старую кожу, все окей, но если они обнаглеют, ждите зуд и ресницы, которые решили вас покинуть. А вот этот маленький и коренастый Бревис, он тихоня одиночка. Тусовки в корнях волос не любит, поэтому забивается поглубже в сальные железы. И меню у него ресторанное, он питается исключительно чистым подкожным жиром. Из-за того, что он сидит в глубине, он опаснее. Именно Бревис дарит нам болючие подкожные прыщи и красноту. Короче, длинный работает пылесосом снаружи, а мелкий чистит трубы изнутри. Главное, чтобы они не забывали, кто в доме хозяин. Ну что, пора познакомиться с нашим сегодняшним гостем – АСД-2Ф. Кто знает, тот помнит этот незабываемый запах. Но клещам сейчас будет не до аромата. Набирая маленькую каплю и добавляя в наш микромир. Первым под раздачу попадает фолликулорум. Напомню, он считается довольно живучим парнем, выносливее своего мелкого брата. Смотрите, видите, как он начал активно шевелиться? Это не радость от купания. Препарат справился с ним всего за 2 минуты. И не только с ним, а со всеми крупными особями в зоне видимости. Что же произошло на самом деле? Друзья, это классическая газовая атака вперемешку с химическим ожогом. АСД-2Ф – это мощнейшая щелочь. Представьте, что на вас вылили ведро концентрированного едкого мыла или соды, только в разы злее. Эта среда мгновенно начинает растворять броню клеща, его хитиновую оболочку. Как только щелочь проедает дырку в защите, жидкость просачивается внутрь. И все, для клеща это конец. Его внутренние органы буквально сгорают от химического ожога.
А что там наши мелкие бревисы? О, этим хватило и минуты. Они сдались почти сразу. Знаете, под микроскопом это выглядит жутковато, но поучительно. Препарат работает не как мягкое лекарство, которое уговаривает их уйти, а как агрессивное химическое оружие. Вот вы часто спрашиваете, почему такие простые и дешевые средства иногда работают быстрее дорогих кремов. Да потому что тут нет никакой дипломатии, просто чистая химия и уничтожение. Но самое интересное я припас на десерт. Помните мой ролик с нематодами, где АСД-2Ф убивал их на расстоянии? Ссылка будет в описании или подсказках. Обязательно гляньте. Так вот, я решил проверить это и с демодексом. Я капнул препарат в 1 сантиметре от клещей, то есть прямого контакта с жидкостью нет. Между каплей и клещом для них целая пустыня. Но через 6 минут они начали замирать. Почему? Все дело в легендарном запахе АСД-2Ф. Этот запах – летучие газы, аммиак и азотистые соединения. От капли по стеклу поползло невидимое ядовитое облако. Как только газ долетает до клеща, он растворяется в этой микровлаге, которая всегда есть вокруг него, то есть клеща. И вуаля! Газ прямо на теле клеща снова превращается в ту самую едкую щелочь. Паразиты вдыхают эти пары, и их нервная система и органы дыхания просто отключаются. 6 минут и полная тишина. Какой итог, друзья? АСД-2Ф показал себя как настоящий ликвидатор. Он уничтожает демодекса и при контакте, и просто своим присутствием рядом. Почему такой мощный результат? Сочетание едкой щелочной среды и токсичных летучих газов не оставляет шансов такому хрупкому организму, как клещ. Мир под микроскопом не перестает меня удивлять. То, что кажется нам обычной каплей жидкостью, для жителей микромира настоящий апокалипсис. Напишите в комментариях, какой препарат или продукт вы хотите увидеть в видео. Может, проверим что-то из народной медицины или какой-нибудь супердорогой крем от прыщей. Мне очень интересно ваше мнение. Если видео было полезным и интересным, то поддержите меня лайком. Это мотивирует меня доставать микроскоп и искать для вас новых монстров. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить наши следующие приключения в микромире. С вами был Виктор и канал Под микроскопом. Берегите себя, свой иммунитет и своих полезных клещей. До новых встреч. Пока-пока.